Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Наконец-то пришло лето. Сегодня 7 июля 2020 года. Если посмотреть на прогноз, то вся неделя стоит жаркая, плюс 29, 30, 32 градуса. И, наверное, вы заметили, что виноград стал расти. В этом видеоролике мы хотим рассказать, какие работы мы будем делать в этом месяце, то есть в июне. Будем подходить к кусту, рассказывать, показывать, что уже сделали, и некоторые рекомендации от нас, что желательно сделать на своем винограднике. Ну, давайте по порядку. Если немножко разграничить или сказать наперед, о чем пойдет речь. Первое – это продолжаем подвязки. Второе – это обработка винограда препаратами. Также, кто не успел посадить, надо посадить саженцы свои. И еще несколько тем. Ну, давайте по порядку. Видите, что вот сейчас я стою, вот здесь у меня куст дубовский розовый. Такие красивые, хорошие соцветия уже выкинул. И видим, что побег уже дотянулся до третьей проволоки. Буквально на глазах они начинают расти. Что мы делаем? Давайте подвяжем этот побег. Он раньше выходил как-то снизу и не вертикально рос, поэтому нам пришлось сделать вот из веревки такие подтяжки. Теперь мы видим, что он прекрасно дорос до проволоки. Видим, что междуузлие здесь, и просто можно рукой прижать провод вниз, проволоку, и сделать вот такую подвязку. Кстати, используем вот такой подвязочник нового образца. Кажется, это японская модель, но сделана в Китае. Но очень прекрасно работает. И посмотрите вот здесь еще раз. Давайте тоже подвяжем. Можем здесь два побега вместе. Итак, побег уже дорос до этой проволоки. Немножко вот так рукой поджали проволоку, и под лист, под междуузлие, здесь он хорошо будет держаться. В данном случае обратите, пожалуйста, внимание, вот побег наш основной, и здесь есть у нас соцветие, то есть будущие гроздочки, наш урожай. А снизу, вот хотя мы выламывали, снизу пошли новые двойники. И эти двойники нам не нужны, тоже мы продолжаем их выламывать. Вот я выломал. Также хочу обратить внимание на голову куста. Хотя мы удаляли лишние побеги, но были дожди, и просыпаются спящие почки, прошлогодние, видите, вот они, их много, и они мне не нужны. Поэтому я вот это все буду выламывать. Вот они забирают в какой-то степени силу, которая нужна на ягоды, на вызревание побегов и так далее, и так далее. То есть лишние дрова мне не нужны, поэтому я это все выламываю. Здесь побег неплохой, но смотрит на улицу, он мне будет неудобный. Я его уберу, и эти уберу. А вот этот мне нравится. Отсюда, если что, я смогу взять новый хороший рукав. Я его оставлю. Все остальное я выламываю. Также, наверное, вы заметили, что на нашем участке появилось много белых таких вот шалашиков. Что это такое? Буквально на днях мы начали высаживать наши вегетирующие саженцы. Это новые сорта, которые мы приобрели в прошлом году. Мы их вырастили и начали высадку. Так как передают жаркий июнь, температура плюс 30, 32 и выше, мы хотим, чтобы наши саженцы постепенно адаптировались к этой жаре, и солнце их просто не попалило. Поэтому мы их притенили. Давайте заглянем под шалаш и посмотрим, как они себя чувствуют. Есть особенность такая у некоторых сортов, что появляются две головы. Посмотрите, пожалуйста. Ваша задача не оставлять так. Возьмите одну голову, просто прищипните, чтобы точка роста здесь остановилась, и дальше наш побег рос вверх. Побег в данном случае растет не вертикально, а как-то сбоку пошел. Чтобы его не сломать, сразу подтянуть, если сразу подтянем проволоки, то мы его можем сломать, потому что он здесь у основания пока хрупкий. Мы сделали вот такие подтяжки при помощи веревок, и когда у основания побег одревеснеет или полуодревеснеет, мы постепенно будем подтягивать к проволоке и потом подвяжем топинером или по нашим подвязочникам. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание.
Сейчас мы стоим у куста, это гибридная форма под названием валек. Почему я сюда подошел? Как-то в одном из комментариев, когда я показывал этот куст, и кто-то мне написал: вот у тебя виноград хлорозит и так далее, и так далее. Хочу показать вам вот один листик. Вот такой интересный листик. Здесь этот листик такого желто-зеленого цвета, такого желто-бело-зеленого цвета. И многие нижние листики, если посмотреть, они такие. Вот если сорву, вот еще листики, вот посмотрите. Это только нижние листики такие. Вот они, видите? Помните, какая температура была в начале мая или весь май? Холодная, аномально холодная. Это реакция на холод, дорогие. И поэтому, если вы пишете в комментариях, кто-то пишет, пытается выставить себя, что он грамотный, исследуйте этот вопрос, не спешите с выводами. Посмотрите, пожалуйста, здесь сейчас вы видите хлороз? Конечно, нет. Видите, лист, стало тепло, лист выровнялся, прекрасный зеленый цвет, лист чистый, и все прекрасно, все выровнялось. Буквально недавно закончились дожди, или я так называю сезон дождей, и мы успели обработать наш виноградник дня 2-3 назад препаратом Редомил Голд, чтобы подсушить, если где-то появились зачатки грибов, мильдию, чтобы это все подсушить. Потом через 3 дня мы обработали препаратом, антистрессовый препарат, это Мегафол, чтобы снять стресс. Наверное, вы обратили внимание, когда химические обработки вы сделали, и листья винограда как-то вот сжимаются и как-то плохо себя чувствуют. Ну, тут нет сейчас таких листьев, я бы показал бы, лист выровнялся. После антистрессовых препаратов лист становится живой, красивый и идет хорошая вегетация. Небольшая рекомендация вам: если сделаете мониторинг вашего виноградника, посмотрите, есть ли какие-то точечки, пятнышки грибковых болезней, может клещ есть, может что-то еще. Делайте мониторинг и делайте обработки. Сейчас, как минимум после дождей, желательно сделать обработку от мильдии. Ну, например, препарат Редомил Голд или другой препарат строби, стробуленовые или что-то еще из этой серии, из этой линейки. Также мы в июне, буквально на днях, собираемся делать прививки. Мы приобрели много-много черенков, много сортов в прошлом году и будем испытывать на нашем участке. В этом году мы также приглашаем всех, кто живет в Белгороде или Белгородской области или где-то в другом регионе. Примерно с 15 или с 25 августа начинает вызревать виноград. Вы можете к нам приезжать, смотреть, что растет на нашем участке, выбирать сорта. Потом, если хотите, можете заказывать. Вы закажете то, что попробуете, все, что увидите. А новинок в этом году будет немало. Поэтому приглашаем сердечно вас посетить наш участок. В июне мы планируем делать прививки. Мы приготовили примерно где-то 150 прививок и около 10 кустов. Там, наверное, где-то от 15 до 25-30 прививок будет на одном кусту. В этом видеоролике мы расскажем все тонкости, все нюансы, как прививать, какие инструменты должны быть, как подготовить подвой, как подготовить привой. И много-много тонкостей, много нюансов. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. И вы не пропустите выход этого видеоролика. Наверное, мы сейчас закончим наш ролик, чтобы он не был большим и не был утомительным. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и будьте здоровы!